Всем здравствуйте, меня зовут Сергей, сегодня 9 ноября 2020 года. Делаю видеообзор на сварочную маску Techman ADF 715. В этом обзоре я расскажу о всех плюсах и минусах данной маски. Как вы видите, я снял дорогую фотостудию, арендовал, также оборудование, как в Голливуде. К сожалению, меня самого не видно в кадре, это все из-за оборудования. Это мой первый подобный видеообзор. Снимать буду все одним дублем, так что строго не судите. Можно начинать, я думаю. Сварочная маска Techman ADF 715 я приобрел полгода назад. Работал в ней 85% это аргон-дуговая сварка, переменка-постоянка на стандартных режимах 60, 80, 110, 160 ампер, также и 5-10 ток был в амперах. Полуавтоматическая сварка процентов 10 на стандартных режимах и совсем чуть-чуть ручной дуговой сваркой, около может 5% всего. Сначала я хочу рассказать все, что написано и нарисовано на коробке, всю информацию. Тут ее очень много, и она очень полезная и интересная. А дальше приступлю к самому обзору сварочной маски. Первое, что хотел сказать, то что компания Techman обладает очень многими сертификатами мировыми, такими как EAC. EAC это то же самое, что и ТРТС, это технический регламент Таможенного союза о безопасности средств индивидуальной защиты. Также есть австралийский и новозеландский стандарт, он аналогичен сертификату DIN. DIN это европейский сертификат, чуть дальше про него расскажу. Третий сертификат это американский, разработан Американским национальным институтом стандартизации, отражает требования к оптическим свойствам и механической прочности линз, очков и масок. Четвертый сертификат это Канадская ассоциация стандартов. Пятый это европейский сертификат. И шестой, самый основной и самый такой весомый, это DIN+. Раньше был просто DIN, теперь DIN+. В 2011 году компания Techman получила данный сертификат. Это сертификат более жесткий, более требовательный по сертификации сварочных масок. Его получить очень сложно. Выдается он на 1 год. Каждый год сварочные маски проходят тестирование. Данный сертификат в мире имеет всего 3-4 производителя. Это топовые, вы их прекрасно же знаете. Его, повторюсь, его очень-очень сложно получить. Еще, кстати, хотел сказать, что в конце 2019 года компания Techman получила сертификат TÜV. Это крупнейший немецкий орган сертификации безопасности и качества продукции. Ну, в принципе, TÜV очень многим известен по сертификации сварочного оборудования, сварочных материалов и так далее. Сейчас картинку я прикладываю. Итак, что же производитель еще указал интересного на коробке? Сама маска. Модель 715 ADF, технология Real Lens 2.5D, гарантия 2 года. Тут про технологию вкратце рассказано 2.5D, чуть попозже я более подробно об этом расскажу. Модель, цвет черный, комплект поставки. В комплекте поставки с этой маской шло 4 внешних защитных стекла, 2 внутренних. Инструкция на русском языке. С техническими характеристиками, с описанием, со всеми регулировками, режимами и так далее. Отличная инструкция. И батарейка CR2450 на 3 вольта. Единственное, что в эту маску я себе купил дорогую, хорошую батарейку за 280 рублей. Я перестраховался, чтобы светофильтр работал корректно и исправно. Опять же, этой батарейки вам хватит более 2 лет. Единственное, что вам посоветую, не покупайте дешевые батарейки за 30 рублей, за 40 рублей, такие как Космос. Вам этих батареек хватит на месяц, может чуть больше, у вас с ними будет много проблем. Не пожалейте денег, возьмите хорошую батарейку. Здоровье сварщика не купишь.
Вот у нас сама сварочная маска Techman ADF 715. Оптический класс 3 единички, двойка. Первая цифра означает оптический класс, вторая цифра означает рассеивание света, третья цифра означает однородность затемнения, четвертая цифра означает угловая зависимость. Тут у нас 3 единички, 2. Опять же, ради примера, на всех масках 3M Speedglass максимальный оптический класс 3 единички, 2. 4 единички есть только у Uptrail, у Techman, еще у пару топовых мировых производителей. Но не у тех масок, которые лежат в Leroy Merlin по 600, по 800, по 1500 рублей. Там у них и максимальная скорость срабатывания, и оптический класс 4 единички. Вы этому не верьте. Там дешевый китайский ширпотреб. Те маски не отвечают техническим характеристикам заявленным. На самом деле в России это очень большая проблема. Так, вернемся к этой маске. Дальше у нас смотровое окно 97 на 47 мм. Это 4559 мм в квадрате. Размер самого светофильтра 110 на 90. Количество оптических датчиков 2. В светлом состоянии 2,5 дин. Степень затемнения 9-13. Регулировка внешняя вот 9 регулируется, 13. Также есть режим зачистки. Сейчас будет щелчок, очень удобно. В режиме зачистки также 2,5 дина. То есть очень-очень светло. Остальные все регулировки внутри светофильтра. Максимальная степень защиты от ультрафиолета 16 дин. Элемент питания как съемная батарейка внутри вставляется, покажу чуть позже как. И солнечная батарея. На самом деле сейчас очень много масок продается с несъемными элементами питания, без вот таких вот батарей, где только солнечные. Допустим, маска ESEP Warrior. Она имеет очень большой недостаток. Срок службы этой маски ограничен 2 или 3 года, пока работает эта батарейка. Когда у вас батарейка села, у вас маска начинает не срабатывать, мерцать, ведет себя некорректно, с ней очень много проблем. И у вас два пути решения. Первое — это выкинуть эту маску, вторую — попытаться вскрыть светофильтр, достать оттуда батарейку, заменить на новую батарейку, снова это все спаять, умудриться собрать опять же этот светофильтр. Там не все так просто, там это все очень тяжело делать, а потом надеяться на то, что у вас маска после всех этих махинаций будет исправно работать. Я не советую так делать. Лучше сразу же покупайте маску с съемными элементами питания, потому что, допустим, у сварочной маски Techman у них везде съемные элементы питания, и срок службы этих масок не ограничен. Он ограничивается лишь сроком службы батареи. Мы просто новую поставили и все. Дальше по характеристикам. Скорость срабатывания 0.404 секунды. Тик-рейтинг этой маски 2 ампера. Тик-рейтинг – это минимальный ток, при котором светофильтр надежно срабатывает в процессе тик-сварки. Чем меньше, тем лучше. Считается, что именно этот параметр определяет надежность срабатывания маски. То есть, грубо говоря, при аргонно-дуговой сварке на 5 амперах у вас эта маска будет срабатывать нормально, отлично, что у меня и было. Ни разу меня эта маска не подводила. От 2 ампер у вас будет без проблем зажигаться дуга, и вы ее будете видеть, контролировать. И маска не будет ни мерцать, ни засвечивать. Хотя у нас есть оборудование, где минимальный ток 1 ампер, но это все-таки экзотика, в России это всего 1%, несколько источников, несколько моделей. Дальше по техническим характеристикам. Вес этой маски 440 грамм. Материал ударопрочный нейлон. Еще хотел сказать, фишка основная этой маски — это технология Real Lens. Techman получил эту технологию в 2012 году. Что это технология? Она включает в себя два фактора, две особенности. Первое — это реальная цветопередача, то есть вы с помощью, когда будете смотреть через светофильтр, вы будете различать цвета, прям как вживую. А второе — это осветленная оптика в светлом состоянии всего 2,5 дин. Это очень-очень серьезный показатель. Такие показатели и режимы есть только у нескольких топовых производителей, таких как Uptrail. Чуть попозже о них расскажу и сколько они стоят. Очень-очень светло.
работать с данной технологией. Я вам сейчас покажу картинку, как это выглядит. Теперь покажу, что внутри. Чтобы было вам видно. Индикатор заряда батареи. Это чувствительность, это задержка, delay. Сюда у нас вставляется батарейка. Вот эти вот крепления для диоптрий. Диоптрии можно вставлять от единички до 2,75 с шагом 0,25. То есть 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2 и так далее. Дальше что у нас есть? Четырехточное оголовье. Так, чтобы было видно. Раз, два, три, четыре. Сзади храповик. Удобное оголовье. Есть подушечка от пота. Вот такая вот. Она снимается, ее можно постирать. Есть регулировки на оголовье ближе и дальше. Кому как удобнее. Также еще что хотел рассказать. Еще что нравится, что на данных масках есть все расходные материалы, грубо говоря, и по адекватным ценам. Если сломалось оголовье, вышло из строя, оно стоит 1000 рублей. Захотели новую подушечку от пота, она стоит там 300 рублей. Также можно эту снять, постирать. Внешнее защитное стекло 89, внутреннее стекло стоит 56 рублей. Также внутри есть стекла с антизапотеванием по 83 рубля. Есть резиновая рамочка. Покажу пример. Такое я видел только на масках Текман. Внешнее защитное стекло в специальной резиновой рамке. Если что, он также отдельно продается. Эта рамка для того, чтобы не попадал мусор, защитить светофильтр. Вставляется он вполне удобно. Все легко и просто. Подытожиться. Сварочная маска денег своих стоит. На сегодняшний день она стоит 7811 рублей. Что мы имеем за эти деньги? Первое. Оптический класс 3 единички двойка. Технология Real Lens. Хорошее оголовье, четырехточное. Реальная цветопередача, максимальная защита от ультрафиолета. Это все плюсы. Естественно, есть и минусы. Минус заключается основной в том, что маленькое смотровое окно. Конечно, у Текмана есть и подороже маски, и там гораздо больше смотровое окно, но тут, на мой взгляд, оно маленькое. Тут, конечно же, это оптимальное соотношение цены и качества. Хотите побольше смотровое окно, покупайте более дорогую маску. Также хотел по конкурентам немножко пройтись. Допустим, ESAB Warrior на сегодняшний день стоит 11 066 рублей. Ну, у ESAB несъемная батарейка, то есть срок службы маски ограничен. И оптический класс 1.2, 1.2. Тут же у нас оптика 3 единички двойка, это гораздо лучше. Также такая технология Real Lens 2.5.1 в светлом состоянии есть у маски Uptrail Vega View 2.5. Только вот на сегодняшний день этот Uptrail стоит 43 тысячи рублей. Также у Uptrail есть еще одна классная маска, мне она самому нравится, Crystal 2.0. Вот Crystal сегодня стоит 60 549. Вот такие вот цены на Uptrail. В целом маской доволен. На Тиге, на полуавтомате, на ручнике ни разу не подводила. И надеюсь, не подведет. Как в умных книжках по маркетингу говорят, то что в конце видео нужен какой-то призыв к действию. Наподобие подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки там и так далее. Я этого делать не буду, просто вам пожелаю хорошего дня. Спасибо, что уделили время. Единственное, что хотел сказать, есть возможность также снять другие обзоры на сварочные маски Tecman. Допустим, на TM1000, на TM1000 Papor, на 815 Papor, на 825, это с электронной регулировкой. Пишите в комментариях, на какую маску снять обзор.
Все, всем спасибо.